Друзья, привет! Раз вы зашли на канал, рад вас приветствовать. Здесь все как бы о такси, о пассажирах, о секретах, о вариантах, о экспериментах. И мы катаемся сегодня на электромобиле, который называется Evolute i-Pro. Это самая дешевенькая такая электромашина. Вот. Она наша, как ни странно, российская. Вот. И мы сегодня едем в ночную смену. Время сейчас за бортом 22:20. Это очень поздно уже для начала. 20:21 уже. Сегодня у нас 13 апреля. И мы выезжаем. Выезжаем мы из Замкадья. Катать будем. Тариф эконом, детский и комфорт. То есть все, что у нас может быть открыто. И традиционно начнем с обзора, с какими мы приоритетами и прочим выезжаем. Итак, приоритет у нас 83 балла. Не заправился, заправился, зарядился, не помылся, не купил автопокупку ОСАГО. То есть это вариант, как повысить приоритет. Ну, в целом, приоритет, как вам сказать, для К+ бизнеса, да, он решает. Для эконома без разницы приоритет, можно за ним и не гнаться. Ну, я на всякий случай, все равно есть, гонюсь. Так, принято. Сегодня мы не самолетим, потому что стримим никак не получится самолетить из-за стримов. Если включу самолет, стримы обломаются. Самозанятый партнер, я 10 баллов. Год выпуска автомобиля 14 баллов. Детское кресло у меня есть, оно дает 10 баллов. Но детей никому не рекомендую возить, это невыгодно. Брендинг машины сделан. Платина у меня, рейтинг 4.95 и эксперт. Это что касается приоритета. Дальше. Рейтинг у меня 5.0, платина. Режим дохода гибкий. Тарифы включены эконом, детский и комфорт. Опции я включаю детское кресло, у меня их 2. Оставил, в принципе, у меня 2 кресла есть, но я их перестал возить где-то около года назад, потому что год назад тариф детский был очень выгодный, и он по деньгам был приблизительно как комфорт плюс. Я вам отвечаю, потому что возил, знаю. А где-то с июня Яндекс поменял, июнь 2024 года Яндекс поменял тарифы, и сейчас детский приравнен к эконому, но на детском вы теряете гораздо больше времени на высадку, посадку пассажиров, теряете рейтинг свой за мамаш, поэтому детский сейчас самый плохой тариф. Я не считаю еще попутчиков, это понятно все понятно, там есть еще большее дно, но вот из того, что у нас есть, из того, что я обычно вожу, детский, так себе. Единственное, где он выстреливает, это в аэропортах, поэтому подъезжайте в аэропорт, включайте детский, есть шанс, что вы уедете быстрее. Так, это что касается, опций. Перевозка домашних животных включена, и включены заказы на время. Что касается наличных, то не могу я выключить наличные, хотя могу и знаю как. Если подпишитесь, если наберем мы определенную группу желающих, я раскрою секрет, как сделать оплату картой навсегда. Вот, подписывайтесь. Так, что дальше? Дальше в целом все. Мы находимся в Замкаде, и нам надо прыгнуть в центр, чтобы в центре включить мой район и катать уже большой мой район. Сегодня воскресенье, сегодня не очень выгодное время для катания ночью, но мы попробуем. И теперь про эксперимент. Хочу попробовать сделать эксперимент. Эксперимент будет заключаться в следующем.
смотрите, а не покатать ли а не уходить ли сегодня ко мне с линии после приема заказа? А попробую. А почему бы нет? И смысл будет в чем? В точке, куда я подъезжаю, заранее буду смотреть, какой там светит кэф. Для того, чтобы посмотреть, у меня есть полный инструментарий на моем машинном самом планшете. Там я буду смотреть коэффициенты в точке, куда я буду приезжать, и буду принимать решение, выходить на линию или все-таки лучше подождать. Традиционно около нулей, то есть за 5 минут до нулей каждого часа, ну то есть там 22:00, 23:00, 24:00, 1:00 и так далее. Традиционно падают коэффициенты. То есть, вот чтобы не попасться на это падение, лучше 5 минут подождать или приехать в какое-то более рыбное нужное место, чем словить заказ. Это будет эксперимент. Сразу говорю, может не получиться. Поэтому с утра, завтра часов до 12 я покатаю. Ты узнаешь обязательно, получилось или нет. И мой вывод в конце стримов. Это будет уже с утра. Вывод, стоит так делать или не стоит. Делать я это буду немножко не так, как делают все, поэтому смотри стрим, где-то я расскажу, как надо правильно уходить с линии, чтобы не попасть на теневой бан Яндекса. Итак, погнали! Первым делом нам надо выехать из района Замкади. Как выезжать правильно? Правильно делать режим эффективный, чтобы не переплачивать процентики за данную махинацию. И мы ставим режим домой. Вот он, этот у меня режим домой. И, значит, точка у меня поставлена Ходынский бульвар 4. Вы можете и любую ставить. В целом есть более хорошие точки. Не даст вам Яндекс поставить точки в самом рыбном хорошем месте, там где-нибудь вокруг Кремля. По-моему, внутри Садового он не даст это сделать. Но есть более хорошие места, чтобы прыгнуть. Кстати, а может мы тогда и поменяем точку сразу? А мы поменяем сразу точку. А что, имеем право. Имеем право. Укажем на карте. И укажем на карте мы точечку. Сейчас скажу какую. Вот здесь. Вот это. Это, по-моему, дом 2. Дом 9. Новый Арбат. 3Б. Новый Арбат 3Б. Прекрасная точка. Транспортный такой вот узел, много откуда можно подъехать, поэтому рекомендую вот эту точку ставить как это, потому что куда-то там ближе к Садовому уже ничего никуда не даст. В общем, выбираем эту точку и фиксируем ее на 7 дней. Вот, это уже матч бета. Ехать нам туда 34 минуты 25 км по Дмитровке. Ну что, время у нас 22-28 минут, будем считать, что 22:30. Погнали кота. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Значит, камера у меня настроена на телефоне таким образом, что могу снимать вперед переключением, могу снимать салон. Салон, если будут интересные пассажиры, и если как-то хитро еще освещение оставить включенным, то постараюсь я салон тоже снимать. Постараюсь, но не обещаю. Вот, же бывают придирчивые пассажиры, а бывают мужики, что их снимать. Поэтому ждем заказик. Возможно, даже здесь стоит подождать. Тут огромный хороший кэф в этом месте, где я стою. И в целом, давайте подождем все-таки. Посмотрим, почему бы нет. Правда, время такое. Кому надо сейчас в центр? 10 часов, 10:30. Какой дурак сейчас в центр поедет? Вот, то есть, поэтому, может быть, и незачем тут стоять-то, ждать.
пишите, стоит стоять или нет. Яндекс чует, что вы стоите, и может не дать заказ. Более того, первые минут 15 от включения, ну вот как вы включились, он будет вас морозить, то есть не даст сразу заказ. Ну, как бы вот мое, как я вижу, что, ну, обычно раньше 10 минут что-то так особо ничего не стреляет. Вот. И иногда думаешь, что ж такое-то, что нет заказов, а заказы есть. Ну, просто такой, ну, такая система, такой алгоритм у Яндекса, что когда вы только с большого перерыва выходите на линию, он морозит. Он также морозит, если вы просто уходите с линии. Но там есть один вариантик, который как раз вот, если выстрелит этот вариантик, я расскажу, как, ну, как возможно, надо правильно уходить с линии. Вот. Ждем. Ну, возможно... Так, а посмотрим-ка мы по коэффициентам, что у нас там вокруг творится. Так, что у нас творится вокруг? То есть, стоит отсюда дёру дать или нет? Глянем. Так, что-то притормаживает все, а? Неужто у меня инет кончается? Да нет, не должно. В планшете на, ну, машинном у меня там отдельная симка. Купил очень выгодный тариф. Значит, первое время по 100 рублей у меня было в месяц. Считайте за Unlim. То есть 80 гигов днем и безлимитно ночью. Ночью безлимитно, с 0 до 7 утра. Вот, соответственно, если я езжу, ну, ночью, то есть там полный безлимит получался. Вот. Так, ну что? Так. Что-то нестабильно работает этот самый чатик, программка по кэфам. Ну, в общем, вот тут уже начали падать кэфы, поэтому мы даем дёру отсюда, вот, и едем мы, ну, как бы в сторону, едем. Так. Прикольно, автобус встал заправляться. Поверните налево, В общем, затем поверните налево. Так алгоритм заточен, что у Яндекса, что лучше, конечно, нам двигать. Вот, это раз. Два, что я замечал. И это не мой совет. Это, ребята, как бы знакомые коллеги, что посоветовали, что сразу, ну, вот смотрите, вы едете с заказом, приехали на точку Б, вам, как правило, ну, как обычно вы действуете, заканчиваете заказ, правильно, и ждете следующий. Вот, но выгодней не заканчивать сразу заказ, а то есть подъехали на место и либо медленно выезжаете, там, если это какой-то там двор, да, вот, либо стоите на месте, если
есть где стоять, и это, ну, как бы можно стоять там. И ждете следующий заказ, не заканчивая предыдущий. Если же его там минут 2-3, ну, до 5 минут нету, все, заканчивайте заказ, уезжайте. Почему так делать выгодно? Яндекс имеет такой алгоритм, что он вам сует заказы в цепочку, в очередь, да? Вот. И если вы не закончили заказ, у вас как высший приоритет поймать заказ, ну, следующий по цепочке. Если же вы закончили заказ, у вас ниже приоритет 80. Поймать следующий заказ. Опять же, эта идея не моя, а как бы подаренная, да, мне. Но я, да, действительно могу тоже констатировать, что да, действительно так выгодней. Маленькие наблюдения, да, по этому поводу показывают, что да, действительно в таком варианте камера на заказы 80. идут чаще, чем вы уйдете с линии. Точнее, ну, не уйдете с линии, а закончите заказ. Так, двигаемся в сторону столицы нашей Родины, ее центра. Сегодня, знаете, что делал? Купил Алькантару, такой, знаете, материал типа замши. Вот. И этот материал самоклеющийся. Зачем я его купил? Вот все из нас видят блики на лобовом стекле от торпеды. Вот. Причем, знаете, даже если у вас нормальная торпеда, под нормальным углом расположена, все равно эти блики будут в определенной ситуации на стекле видны. Какое бы ни было у вас чистое стекло, от бликов оно вас не спасет, будет бликовать. И это на самом деле раздражает. Днем какие-то там блики будут всегда не видны. А уж особенно ночью, если где-то ездите, и тут фонарный какой-нибудь столб светит четко на вашу торпеду, а впереди темно. Тогда такие блики будут, что там спереди вообще ничего не видно. Так вот. И я, значит, взял Алькантару. Такой, ну, материал. Держитесь левых полос. Типа замши. Вот. Он черный, и он вообще не бликует. Вот. Ну и, значит, вот взял там 1,5 метра на полоску 30 сантиметров. Естественно, клеить я пока ничего, ну, не хочу, чтобы не испортить ничего. Вот. Я его просто пока, ну, расстелил так и на торпеду, в общем, положил. Вы знаете, так здорово. То есть сейчас спереди вообще все видно, нормально. И заказик, коэффициент 1,26. Я не знаю. Как я и сказал, мы уходим с линии. Давай, алло. Уходим с линии. Так, уходим с линии. И вот эту штучку нам надо вниз вытянуть. Пускай вот тут. Так. Контроль разметки. Ограничение 80. То есть куда мы... с голосом. Прям как подросток. В общем, куда мы сейчас едем, я не знаю. Приедем на точку, посмотрим. Впереди камера на разметку. Контроль разметки. Впереди ограничение камера на 60. Направлено в спину. Итак, был эконом, коэффициент 1,3, то есть на 30% дороже. На 30% дороже, это где-то 1000 в час. Контроль Если на разметки. часовой переводить, Ограничение 60. то
то это Направлено где-то в спину. 1000 в час. Даже чуть-чуть побольше, Впереди 1050 в камера на час. разметку. Вот. Тут математика какая? Зеленка по эконому это 700 рублей в час. Ну, это честно, 700 рублей. Я не говорю, если вас, например, Яндекс начинает там дурить. Контроль всех правил. Типа, Ограничение 60. подача была одна, он вам в итоге ее увеличил, вот, эту подачу. Или путь был там 40 минут, а в итоге Камера вы на ехали полосу. час. Вот эти Ограничение ситуации не 60. берем. Там явно Яндекс дурит, причем в любых тарифах он это может продурить. И с любыми коэффициентами. А я говорю по-честному. Вот если вам коэффициент капнул зеленка, да, и вы ничего не потеряли на подаче, вы ничего не потеряли на... Через 600 метров держитесь правой пути, полосы, а затем поверните направо. то вы заработаете 700 рублей в час. Точка. Поэтому Камера на коэффициент полосу. 1,3 это где-то Ограничение 60. 1050, может, от силы. 1050 рублей в час. Вот такая математика по эконому. Это я имею в виду, это что вам капнет после уплаты комиссии Яндекса. Поняли, да? После уже уплаты. То есть не грязными, а уже Поверните чистыми. направо. Сколько вам капнет. То есть после уплаты Впереди камера налога. на разметку. И... Ух ты, блин, там камера на разметку. И Контроль всех правил. А я там на Ограничение желтый 60. уже ехал. Направлено в спину. Как бы штраф не схватить. Обидно же будет. Через 300 метров Обидно. на Так, светофоре первый заказ у поверните нас направо, с а тик-така. затем поверните направо. В общем, что они там поставили точку? Ну, то ли ошиблись, сами вот тут сейчас стоят около... Там выход-то в другом месте. Ну ладно, там так там. Мы же не можем додумывать за пассов. Мы должны приехать четко туда, где у нас точечка. А точечка, она у нас вон там, за... Ну, как бы там есть шлагбаум. Вот. Но там выхода нету из торгового. Вот тут выход из торгового. Ну ладно, чё ж, поедем туда. Сюда я не буду заезжать тогда уже. Вот. Едем туда, где точечка. Так, переключимся. Если будет что интересное, я Поверните тогда направо, а затем внутрь салона через 100 метров включу. поверните направо. Хорошо бы был бы длинный заказ, чтобы нам прям в центр ломануться, доехать до центра и там уже переключиться. Вот хорошо бы. Все-таки торговый центр. Ну давайте, ребята, сделайте заказик длинный, все-таки. Вы же можете, а? Или не можете? Поверните направо. А Во двор. можете. Вы приехали. Так, отметимся. Включим аварийку. Алиса! Первая, Тверская, Ямская, 11. Поехали. Добрый вечер. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 23 минуты. Да, что-то, Алиса. Видите, налево можно. Не-не, я специально, чтобы 2 был навигатор. Алиса!
Первая Тверская Ямская улица, 11. Поехали. Через 200 метров поверните налево. Она вот эти вот первая Через 100 Тверская Ямская, метров вторая поверните Тверская Ямская. направо. Не понимает. То есть вот это два, Маршрут перестроен. она думает, что это дом. Через Алиса. 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Машина электричество, полуэлектричество. Электро полностью. Электро полностью? Да. Да, я слышу, что электромотор не слышу. Так, скажу-ка я ей по-другому. Улица первая Тверская Ямская. Дом 11. Поехали. Поверните направо. Скажу, если что. Через Белорусский. Принято. О, вот так надо говорить. Отлично. Впереди камера на Контроль разметку. всех правил. Ограничение 60. Впереди Направлено в камера на спину. полосу. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на полосу. Ограничение 60. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку.
правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Впереди камера контроля перекрестка. Камера на полосу. Ограничение 60. Камера на 60. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Через 600 метров держитесь левых полос. Держитесь левых полос. Контроль
Камера на полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Впереди камера на полосу. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на полосу. Ограничение 60. Камера на полосу. Ограничение 60. Впереди камера контроля перекрестка. Камера на полосу. Впереди камера на Ограничение 60. Впереди камера на разметку. Контроль всех правил. Ограничение 60. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Камера на полосу. Ограничение 60. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Камера на полосу. Ограничение 60. Съезд. Поверните направо.
метров. За мостом крутой поворот направо. Остановка запрещена. Направлено в лоб и спину. Вот прям на вашей точке будет трудно остановиться. Там Там направо поворачиваете, там можно остановиться. Либо на светофоре на красный. ну, опасненько. Три точки, знаю. Я видел там камеры, если Тут прям вот на перекрестке камера. Ну, хорошо. Остановка Это запрещена. Направлено в лоб и спину. направо? Где? Ну, когда там подъезжать будем, Ага. с Тверской, направо там поворот, либо, ну, там светофор есть направо, я могу прямо на светофоре выйти, либо повернем направо и направо, там будет маршрут. Все, вот это значит. Да. Все, договорились. Там, да, там можно, нормально. Крутой поворот направо. Через 300 метров держитесь правой полосы. Камера на 60. Направлена в спину. Поверните направо. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Крутой поворот направо. На мост. Впереди камера контроля перекрестка. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлена в спину. Через 600 метров держитесь правой Камера на полосы, стоп-линию. а затем поверните Ограничение направо. 60. Почти Направлена в достигли. спину. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлена в спину. Поверните направо. Вы Камера на приехали. стоп-линию. Ограничение Всё, там, да? 60. Да, здесь прям. Направлена в спину. Спасибо огромное. Может камера стрельнуть. То, что такое, обхожу? Нет, нет. Да. Все, счастливо. Ну что ж такое, блин, подставил мужик, а? Камера тут, блин, висит. Куда он вышел? Гаденыш. Так, 23 минуты 826 рублей. Спасибо за поездку. Это очень Заказ мало. будет оплачен картой. Для улучшения мало, но качества нам надо обслуживания поставьте нам встать. оценку в Камера приложении. на стоп-линию. Встать нам Впереди надо. Ограничение камера контроля 60. перекрестка. Направлена в спину. Деньги на платную парковочку. Контроль всех правил.
Ограничение Вот 60. тут, ладно. Направлено в спину. Вот тут встанем. А даже что тут мы встанем. Маршрут перестроен. Через 100 метров держитесь левой полосы, а затем поверните Так. налево. Ребята, значит, мы завершаем режим домой. Мужик нас, я думаю, подставил. Козел сказал же ему, там. Так, включаем мы режим гибкий, чтобы терять меньше баллов в случае отмены заказа. Значит, включили режим гибкий, и мы уже в центре, поэтому запросто мы можем включить режим «Мой район». А почему бы и нет? Мой район 7 км. Время уже почти 11 часов. Так. И мы его возьмем. Ну. Так. Ну вот так мы его возьмем, потому что Восток сейчас стрелять не будет сегодня. Ну не будет. На юг я что-то не особо хочу ехать. Вот такой вот возьмем. И вроде вокзалы мы захватываем все. Поехали. Так, а я не понял, почему у меня пуши идут. Вот оно что. Мы сейчас включим еще режим Do Not Disturb. Это важно, чтобы никто нас не отвлекал. Алло, давай, включайся. Вот. Врубили Do Not Disturb. Режим не беспокоить. В этом режиме всякие отвлекающие нас там смс-ки, сообщения, эти сервисы, ну, глушатся. Опа, 1.6, 66, комфорт, 4 минуты подача. И в районе, куда? Ну, туда, к Ленинградскому вокзалу. Через 100 метров держитесь правой полосы. Говорим Алисе, куда мы едем. Алиса! Маши Порываевой 38. Поехали. Да чё ты взгляните, не дослушала меня даже. Не надо мне это смотреть. Алиса. Маши Порываевой 38. Поехали. Едем. Вырубаю. В общем, если будут пассажиры какие-то интересные, я включу камеру. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. Поверните опять направо. рисковал, блин, на светофор уже, считайте, на желтый, на красный поехал. Так нельзя делать. Впереди камера контроля. Цена вопроса большая. Остановка запрещена. Направлена в лоб и спину. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлена в спину. И мы едем по одной из самых прекрасных ночных улиц. Это Тверская. Такая классная подсветка. И вот, кстати, я вчера, по-моему, вчера уже утром тут ехал, я вам снимал. Ну как преобразовывается улица. То есть из такой красивой, из такой вот прям вообще, да, привлекательной, замечательной, превращается в серую улицу. Потому что подсветка выключается, солнце начинает светить на здания, а они серые, никакие. И вот что делает подсветка, да, с городом. Очень красиво. Контроль разметки. Ограничение 50.
Как я Поверните направо. говорил, лучше заранее смотреть точку, докуда мы едем, то есть где нас ждет пассажир, чтобы сразу прикинуть, в этом месте можно стоять или нельзя. Я обычно делаю это, включая режим парковки, чтобы сразу видеть, вот в этом месте можно стоять, нельзя там стоять. А если нельзя, то Через где я 200 встану? метров поверните налево. Вот, особенно, ну, слушайте, на самом деле, сейчас на окраинах даже хуже с этими вариантами, где это самое паркануться, чтобы пассажир залез, нежели в центре. Вот я вам отвечаю, у меня все штрафы, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы их было как можно меньше, Поверните налево. идут, как правило, из спальных районов окраины, причем там, где я знаю, где как катать. А вот идут, Через 200 а потому что метров вешают поверните там направо. камеры, а ты уверен, что ее там нету. Вот, то есть, а в центре тут каждый угол, ты не уверен в нем. Поэтому, видимо, работает инстинкт, что будь что будет с пассажиром, вот как он Поверните там направо. отреагирует на это, ну я лучше не буду рисковать и это До самое, конца маршрута буду ждать осталось его 100 метров. только в том месте, где его можно ждать. Вот сейчас пассажир ждет в таком месте, где две платные парковочки. Соответственно, что мы делаем? Я вот не знаю, там дальше есть платные или нет, но я знаю, что вот здесь есть платные. Поэтому мы здесь и Вы останавливаемся, приехали. врубаем габариты и делаем на месте. И ждем пасса. И вот девушка, наверное, к нам идет. Добрый вечер. Чуть посильнее, пожалуйста. На Маше Порываевой, да? Едем. 8 минут. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 8 минут. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку.
на разметку. Камера на 60. Камера на 60. Камера на 60. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Поверните направо. Через 200 метров держитесь левой полосы, а затем развернитесь. Развернитесь. Впереди камера контроля перекрестка. Впереди дорожные работы. Почти приехали. Камера Пожалуйста, на не 60. забывайте вещи в салоне. Через 300 метров держитесь правых полос, а затем поверните направо. Поверните направо. Пожалуйста. Супер, спасибо большое, до свидания. Всего хорошего. Итак, 8 минут 627 рубликов. И мы Спасибо за поездку. едем Заказ дальше. будет Ставим оплачен 5 картой. звездочек. Для улучшения Едем качества дальше. Куда? обслуживания поставьте Алиса! нам оценку в приложении. Через 200 метров держитесь левых полос. Фанвизина, а затем 12. поверните Поехали. налево. И мы едем на Фанвизину 12. Так, никого. Вроде никого. Но правда, с Ленинградского вокзала не очень, конечно, заказик, потому что с вокзала, вокзал всегда это ожидание ненужное. Вот, соответственно, не люблю вокзалы в этом плане.
Ночью, конечно, они будут выручать. Так, давайте переключу. Так. И Поверните сюда. налево. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Впереди камера на разметку. Впереди камера контроля перекрестка. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Тоже красивое очень место, вокзалы, площадь 3 вокзалов. Красивое и очень людное. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Очень часто тут у пассажиров в точку улетает к Московскому. Это вот этот вот торговый центр, или как его назвать. Вот. И в итоге что? Либо они просят подъехать к вокзалу, но это сразу нет. Вот. Либо сюда идут, а вы где-то тут должны стоять, ждать. А где тут ждать-то? Поверните направо. Что-то ремонтируют. Через 200 метров поверните направо. То есть здесь платные стоянки, поэтому, ну, как правило, это такой висяк получается заказ. Либо кататься туда взад-вперед, вот, либо вот сюда уезжать, вот куда-то сюда. Но тут тоже платные стоянки, за исключением, ну, вот одного места. Вот здесь вот, который вот сейчас будет прямо здесь, именно стоянка для такси, ну, бесплатная. Хотя тоже, вот, кстати, я сейчас не вижу Через знаков, 200 что это... метров вот, поверните вот, налево, справа, на дублер. справа. Стоянка такси, вот она справа. А слева нет. Ребята нарушают здесь. И вот их ДПСник, видели? Приехал, сволочь, и дрючит. Вот они что, мешают кому-то? Как вы думаете, да? Вот зачем их дрючить? Как будто они прям вот мешают кому-то. И вот один побежал, видели, вперед водитель. Наверное, побежал в банкомат. Сами знаете, зачем побежал. Ох, денежку снять. Жалко, ребят, но это несправедливо. Ведь дорожно-патрульная инспекция, служба, ДПС, дорожно-патрульная служба. Что они должны делать? Они должны делать движение безопасным. То есть там, где есть опасность, их Родина зовет к этому месту, чтобы они разрулили всю, ну, как бы, сложную ситуацию. Сложный перекресток, отключенный светофор, авария, там, ну, не знаю, что еще можно придумать. Какие-то перекрытия, где дороги ремонтируют, или где яма какая-то. Вот там их место. Там безопасность дорожного движения. Там наибольшая аварийная опасность или затор какой-то, который повлияет на экономику всего мегаполиса. Ну так они что делают? Не, они будут сидеть в засаде или дрючить вот этих вот водителей. Вот что они там, кому-то мешают, стоят? Какая-то безопасность дорожного движения там возникла, да? Вот нет, они там будут стоять и дрючить этих несчастных водителей.
Господа ДПСники, если вы меня слушаете вдруг, ну пересмотрите свое. Вы таким отношением не приносите родине никакой пользы, только вредите. Займитесь делом. Что, на дорогах мало аварий, где вас ждут по полдня? Заработать? Всех денег не заработать. Если вам мало платят, ну это проблема тогда, да, государству. Надо больше платить. Согласен. Но заниматься вот таким разбойничеством, вот такой, как бы, подачкой не надо. Итак, мы подъезжаем к Ярославскому вокзалу, а нам нужен Ленинградский вокзал, чтобы тут как бы не создавать Поверните проблем. налево, на дублер. Так. Потому что Будьте проблемы мы внимательны. сейчас Здесь создаем. ограничение по времени остановки. Вот справа от нас там этот трамвай, который должен как-то еще проехать, ведь. Я не знаю, он меня там сейчас бортанет еще. Меня-то вроде проехал, слышите, звенит, да? А там вон такси стоит. Соответственно, да, там он дальше не проедет никак. И сигналит, слышите, да? Это он вон таксеру, коллеги, так сказать. Ну, коллега вон все, куда-то в бок уехал и пропустил его. Вот. Ну, у меня тут зад, конечно, высунут. И ребята вот стоят. Да. Да. Вот чем я почему не люблю этот ленинградский, ну, короче, вокзалы не люблю. Вот смотрите, вот мы будем сейчас тыркаться в эту дырдочку. Не знаю мы сколько. И время-то, оно капает-то против меня. Мне еще, ну, правда, мне 1 минута. И... я уже опоздал на 1 минуту. Ну, то есть, вот Яндекс уже 2 минуты у меня своровал. В наглую. Своровал в чистом виде. Короче, тут хаос вот тут. И вот этим ДПСникам, которые сзади там дрючили таксисты, вот тут им самое дело разрулить вот тут ситуацию. А они нет, там будут, вот там проблема. Тут проблемы нету. Тут вот хаос такой сейчас стоит. Тут дорога сюда перекрыта, трамваи не могут проехать. А им нет. Им надо по-другому. Вот им там заработать надо. Так, у какого столба? 4-го ждет. Ну зря ты у 4-го ждешь. Сейчас чуть подальше, До конца маршрута осталось 100 метров.
дурдом. У Тут них дурдом. вообще просто сделали какой-то просто трэш. Да, а я вот это, еще ехал и ругался. Вот там ДПСники Да вообще? стоят, вот там как раз. Они Да. там дрючат таксистов, потому что какой-то из них чуть-чуть не там припарковался. Да. Нет, это вот... А вот это и мне не интересует. Это все, а мы, нам-то что? Это вы сами тут разбирайтесь. Это, конечно, безобразие, конечно, вообще полное. Такой вокзал и сделали вот так вот. Ну как так вообще? Ну, что? А вон все спешат, тут вон. А тут Коллеги. все нервничают уже здесь. Все уже. Да будет- все, вон там сзади такой резвый. Вы в левый ряд лучше вставайте, это будет быстрее. Да, конечно. Не поймешь, как вот это. Это да. Ужас Так, вообще. отметим Отлично, да. вместе. Ага. Давно не приезжал сюда вечером на поезде. Вообще кошмар. 20 минут, прогноз. Да, нормально. Добро Уже пожаловать. ничего не- Не забудьте пристегнуть нормально. ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Первый Яндекс.Картам раз я в займет электрической машине еду. 18 минут. Вы давно на ней уже работаете? Ну, как сказать, около года. И в зиму, и вот все, да? И в зиму, да, и летом. Летом, конечно, очень хорошо. И быстро заряжается, и заряда так в целом хватает. Это как у вас ваши личные или вы её Нет, арендуете? аренда. А время на зарядку, которую вы тратите, они вам как-то это компенсируют, нет? Нет, не компенсируется. Ну, и единственное, что они бесплатные, поэтому компенсация, то, что тратить на бензин, я не трачу. Вы подъезжаете, просто стоите, ждете, просто, что называется, да? Вот так вот. Да, ну, я сплю. Через 200 метров держитесь правой полосы, а затем поверните налево. Сколько вы сейчас нам показывает у нее остаток хода? Сколько я проехал? Нет, вот сейчас сколько у нее остаток хода? Батарейки, что ли? Ой, тут у нее запас хода очень приличный. Там на 5 лет, что ли, она первая самая. Нет, я имею в виду, Ремонт. сколько она километров сейчас проедет на этих Ну, показывает 391, но это неправда. Соответственно, сейчас я по делениям скажу. 200 пройдет, надо, да? В общем, сейчас я уже где-то 40-50 откатал километров. Ну, в общем, где-то еще 260, 200... Ну, в общем, 320 в итоге. Но все равно, видимо, это накладывает какие-то все-таки ограничения, да, на вас, потому что вы должны понимать, куда вы поедете, как что, долгие поездки нельзя. Конечно, логистика, да, в уме всегда. Куда стоит выехать, куда не стоит. Он, наверное, заказы подбирает соответствующие, да, вам? Нет, заказы могут любые Валяться прилетать. любые. Я просто ставлю, вот, ну, например, сейчас у нас ночь, я ставлю центр, большой круг, и он меня за Там центр. можно, да, вот так вот, можно так вот поставить кружок? Да. И он Держитесь меня за правой центр не полосы, выкинет а в затем итоге. поверните налево. Если день, то там где-нибудь на окраинах Москвы тоже круг. Вот. Ну, так просто выгоднее. А в целом я могу и не ставить круг. Ну и будет там по аэропортам, вот так вот, куда угодно. Под Москвой это, ну, Вы так в целом довольны, да, вот машиной? в целом, да, доволен. В целом, вряд ли я сяду уже за обычный. Вот, но, конечно, может быть, технологию эту надо доработать. Ну, это понять, что это работает. А именно, вот что-то с зарядом надо вот такое придумать. Вот, например, я удивился, у меня один там, ну, знакомый, в общем, в Китае он там, черт знает сколько сейчас вот Камера и живет, на 60. ну, и по Дорожные командировкам работы. ездит. Он говорит, там меняют батарейки. Вот подъезжает, Да, подъезжаешь, всовывают другую. Блин, элементарное же решение, правильно? То есть ты не ждешь заряд никакого, батарейки, грубо говоря, стандартизированные. То есть, как вот, Ну да, я понял. То есть подъезжаешь, пальчиковые там не батарейки, убирают, да, но там раз, вставляют, да, в у тебя этом. полный запас хода. Да, высовывают, вставляют новую. Все. А так как это, ну, там стандартизировано Контроль всех все, правил. то Через никто не 30 парится, метров что держитесь направлено правой в полосы, спину. а батарейка затем чуть поверните хуже или чуть направо. лучше. Ну, сменная. Все. Поменял. Это удобно было, да. И
Вот если у нас так к этому Как придут, электрическая заправка. Приехал, полный бак сразу тебе хлоп. да, раз и все. И тогда да, тогда очень получается выгодно не тратить время на Поверните заряд. направо. Вот. Или пойдут по пути, ну, увеличения Контроль всех мощности правил. Ограничение 60. заряда, чтобы там Направлено в спину. минут за 10, например, Камера. зарядился. Да, На 60. Быстрее заряжался. Да, подъехал, минут 10, все, хоп, уезжаешь. Пока такого нету, но уже скорости уже хорошие там. То есть тут даже сейчас ограничения не в зарядных станциях. Есть сейчас платные зарядные, у них там скорость ого-го какая. А ограничения в самой машине. То есть вот это там больше 60 киловатт уже, ну, она не возьмет. Вот Тесла чуть побольше скорость, там, я не помню сколько, 80 что ли она может в теории разогнаться скорость заряда. То есть ограничение уже в самой батарейке. То же самое, как у телефона, да, есть телефоны быстро заряжаются, а есть медленно, которые, это сама батарейка как. А делают их у нас, да, правильно же я понимаю? Это российская же сборка, да? Да. Ну, комплектующие, наверное, китайские все, да? Наверняка, но у них такой марки нету, но скорее всего, естественно, какую-то технологию там, я не знаю, купили. Ну, собирают у нас в Липецке. Но это не делает запчасти дешевые. Вообще нет. То есть такие же дорогие, как и вот. А здесь масло менять не надо, ничего не надо, да? То есть Здесь нет подвеску коробки. Камера Да, на нет 60. коробки передач. Масло менять не надо. ТО, ну, раза в 3 это минимум дешевле, чем обычные машины. Ну, потому что нету агрессивной среды. Если там в машине там двигатель внутреннего сгорания, там взрывы происходят. То есть там априори агрессивная, да, среда. А здесь такой среды Контроль нет всех агрессивной. правил. Более того, торможу я Ограничение сейчас. 60. Я не тормозом Направлено в торможу, спину. Вы запускаете педаль, она сама. а обратно этой рекуперации. Соответственно, у меня колодки, наоборот, другую проблему имеют. Они вообще не задействованы практически, и они ржавеют. Ржавеют и, соответственно, их Камера, там, Держитесь не знаю, правых раз полос. в 2 дня я вот снимаю рекуперацию и торможу уже, ну, нормальным тормозом. Держать, да. Да, чтобы они там вообще не заржавели. Ну, то есть вряд ли я дойду до ТО, что будут менять мне колодки. А что их менять, они, ну, не участвуют в торможении практически. Держитесь правых полос. Через 400 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Поверните направо. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Получается, регистратор, навигатор в одном, да? Да, причем это на телефоне же все, а телефон у меня уже очень-очень старый. Поэтому тут вот так все, ну, Камера на может ступеню. перегреться. Ограничение 40. Огромная нагрузка там идет. Понятно, нет, там видео уже потухает.
Да, бензин бесплатный, но вот это вот время, которое трачу на заряд, Зарядку, ну, как бы тоже его стоит. надо, да, как бы в стоимость работы тоже же закладывать, правильно? Время-то трачу. Мгм. Поэтому я выбрал вариант, что в это время сплю, тогда выгода налицо. Потому что спать-то надо. И я, получается, не зря время трачу, Будьте внимательны. а сплю. Здесь ограничение по времени остановки. Да, получается, по ночам работать, наверное, да, больше у вас получается, да? Мне просто, ночью как-то больше нравится, потому что пробок нет там. Хотя на Ленинградском вокзале там в любое время, мне кажется, дня и ночи пробка. Вот. Ну просто поприятнее работать. Контроль всех правил. Ограничение 60. Ребята у нас днем в основном Впереди дорожные работают, работы. кто на электричках. Мгм. Там своя специфика, конечно. На окраинах вот они собирают там. Мой район делают. Ага. Такой круг, причем маленький круг. И у них, вот, грубо говоря, вообще все свои там. Мгм. Там своя специфика. Мне так меньше нравится. Смотри, печка у вас стоит, все-таки такая еще, да? Вот наверху это же печка такой, да? Вот это? Вот это, да. Не, это СОС, это... дизельная Печка есть тут дизельная? печка. Есть тут дизельная печка, да? Да. Приходил самой выключать? Да, вот я и сейчас ее Не, щас включаю иногда. Не надо. То есть, в принципе, она включается тоже, тогда, и, в принципе, Ну, и поэтому электричество вот, не жрет, например, из всех электричек, какие у нас на рынке, да? Мгм. а у нас на рынке, давайте перечислим, там, Москвич, например, Зикры, Теслы, вот именно вот это выигрывает зимой за счет того, что у нее есть электрическая вот эта, дизельная, И такой, дизельная есть, печка. да, получается? Поэтому вот зимой вот эти все там Теслы и так далее, они же тратят электричество, Очень много, да. причем прилично тратят. Вот. А здесь не тратится, идет обогрев от дизеля. Мгм. И в этом плане, то есть у Тесла очень проседает зимой по километражу очень проседает. У меня тоже есть, безусловно, там просадка, но не такая. А Тесла прям, мы общались там, он говорит, 200 это прям предел, сколько он может зимой проехать. 200 км, я думаю, 200 км это же вообще ни о чем. То есть проседает вообще так. Парковки все бесплатные, получается, да? То есть все бесплатно, тоже не надо стоить. Да, бесплатно. Контроль разметки. Ограничение 60. Впереди камера на разметку. Камера на 60. Камера на 60. Впереди камера на разметку.
правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Камера на полосу. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Съезд. Поверните направо. Контроль всех правил. Ограничение 60. Впереди камера на разметку. Впереди камера контроля перекрестка. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Поверните налево, а затем поверните направо. Несколько лежачих полицейских. Будьте внимательны, рядом школа. Да, кстати, вполне комфортно, нормально ездить. Тут особо даже, то в принципе вообще даже не отличись от такой нормально. Да, сейчас нужно технологию дорабатывать, чтобы надольше хватало. Это, да, конечно, альтернативы уже не будет. Да. Это вот, да, самое такое вот Через побольше 200 метров запас хода, поверните ну вот у направо, Зикра, во например, двор, там а затем на 700 поверните км налево. ему хватает. Ну вот это да, 700 это уже Почти приехали. Пожалуйста, Практически не забывайте вещи в салоне. в любых, Полный бак, считайте. да, вариантах вы там, ну, за день Нормально. 700 Да. не проедете. Вот у меня рекорд был там 550 я проезжал. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. А 700, если батарейка, ну это за день нереально проехать. 700. Спасибо вам большое. В углу тут не остановите, там вот. Хорошо. Ну, хотите, там чемодан. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Хорошего вам. Доброй ночи. Вы приехали. Так, ребята. Так, все. Сейчас, минуточку.
бумажку. Надо кое-какую бумажку заполнить. Не скажу какую. Надо кое-что тут сделать, потому что время уже почти 0. И мы подведем итог краткий. Значит, так, впишем 0,54 691. 691. Так, 18, 13, 14. Сегодня у нас 13 еще. Сколько время вообще, а? У меня что-то часы сбились. Он показывает... ну все правильно, пока сегодня же 13.04, 23, все правильно показывает. Я думал, сбились у меня часы. Так. Все, это я заполнил. Бумажками все отлично. Нам прилетел следующий заказик. Но нам сначала надо этот завершить. И, как вы думаете, сколько? Значит, ехали мы 20 минут. Коэффициент был 1,6, что ли, комфорт. Итого 981 рубль. Ну, нормально, я считаю. Нормально. И мы едем на следующий заказ. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Сущевский вал 41. Поехали. Адрес, улица Сущевский вал 41. И надо сказать, сколько получилось за 1,5 часа, да, то есть я начал в 10:30, ну 30, не 40, 40 это заказ пришел. Сейчас, грубо говоря, почти 00. 11 минут с учетом пробок. Это путь до адреса улица Сущевский вал 41. Вот, и... Итого 1700 за 1,5 часа или, значит, 1150 рублей в час. 1150 рублей в час. Не очень, согласен. Заказ отменен. И заказ отменен. Слов нету. Так. И мы стоим в очке, видите? Вот, блин, хотел я с линии-то уйти, а? Ну ладно. Поверните налево, а затем не стал дожидаться направо. на спас, а жаль. Ну тут деваться некуда, надо было. И приходит следующий заказик. Комфортища 1,42. Едем. Тоже нормальный заказ. Поверните налево, а затем поверните направо. Нормальный заказик. Едем. И сразу нашей Алиске скажем, куда мы едем. Алиса! 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 Ты что ты? Бутырский вал 48. Поехали. Так, едем. Значит, запомнили, коэффициент 1,42, 1,4 комфорт. Ехать нам, сейчас посмотрим сколько. Ну, чтобы так, приблизительно прикинуть, какая будет стоимость заказа. Итак, смотрим, ехать нам 8 минут. Так, ехать 8 минут. 1,42. 8 минут 1,42. Ну, я бы сказал, 500, наверное, не будет. Через Ну, 408. 408. Держитесь левой Я полосы, делаю ставку а затем на поверните данную налево. сумму. 480 рублей будет стоить этот заказ. Проверим. Поверните налево.
Рядом школа. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Так, сразу смотрим, где там пассажир указал точку Через остановки. 300 метров Я там держитесь не правой вижу полосы, а так затем особых поверните проблем направо. с точки зрения нарушения правил. Вроде можно там останавливаться, поэтому остановимся. Чё ж. Поверните направо, а затем поверните налево. Так, отмечаемся, что мы на месте. И смотрим, где пас. Вы Где наш приехали. пас. Вот сюда заедем, чтобы уж точно никому не мешать. Так, ну мы ждем. Оплата картой. Надо ждать.
же нам ехать 7 минут уже. Семь минут, 1,4 кэф. Ну, 450, я думаю. О, только что-то не спешат выйти пассажиры. Заказ стремится стать проблемным. Смотрите, уже 2 минуты 30 секунд платного ожидания. Пассов все нету. И непонятно, где он. Я ему написал, где я стою. Но его все не видно. Уже 3 минуты ожидания. Да. Может не выйти. Что так долго-то можно делать? Опять же, вот зачем вызывают такси, если знают, что им еще там выходить не знамо сколько? Зачем? Да уж, ладно.
Так, Пассажир написал. Уже смотрите, выхожу. уже 5 минут прошло. А пас все выходит. Это плохо. Понимаете, вот это время, которое простое, ну нам же не оплачивают. Точнее так, оно идет по супер минимальным расценкам. И оно неоплачиваемое, можно так сказать. Здравствуйте. На Бутырский вал, да? Да, все верно, спасибо. Едем. 7 минут. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Маршрут перестроен. Поверните налево. Камера на 60. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Ограничение 60. Остановка запрещена. Направлена в лоб и спину. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Впереди Ограничение камера на 60. разметку. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Камера на полосу. Ограничение 60. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Поверните направо, а затем поверните налево. Да? А вот тут без Семен. Пожалуйста. Всего хорошего, до свидания. Итак, ребята, я думал, что будет 450 рублей, в итоге 550 рублей. Ну и хорошо. Это, видимо, из-за того, что ждали долго. Вот, там капнуло еще. И мы летим на свой следующий заказик. Заказик будет через подачу 4 Заказ будет минуты. оплачен Совка с Савеловского вокзала Для до улучшения качества обслуживания Усиевича. поставьте нам оценку Алиса! в приложении. Алиса! Да что ты плохо работаешь-то так? Усиевича 16. Поехали. Конечно, принято. Я бы даже сказал, приятно. Приятно принято. Так, едем. Камеру переключу. Заказ был... Через 300 метров съезд. Поверните налево, в тоннель. Который я принял. 1, по-моему, 96. То есть такой хороший коэффициент. Но ехать нам, походу, не очень-то и долго. Сейчас посмотрим, сколько. Ну,
сейчас будет возможность. Съезд. Поверните налево. В тоннель. Глянем. Так. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Камера Впереди на камера на 60. разметку. Поздновато, да? Для того, чтобы Поверните поехать направо. с вокзала. Причем Савеловский. Через 200 То есть метров Савеловский ночью, как держитесь правило, левой не полосы, стреляет. а затем Просто поверните поездов налево. Вот, а тут заказ Савеловского вокзала. Камера на Странно. полосу. Ограничение 60. Какой-то последний, какая-то электричка. Итак, значит, мы посмотрим, сколько нам ехать. Поверните налево. Севича. Нам ехать 10 минут. Так, 10 минут ехать, коэффициент 2. Ну, и, по-моему, комфорт это был. Ну, прогнозируйте, сколько же денежек? Ну, я думаю, 650. Вот давайте проверим. Я говорю 650. 10 минут, коэффициент 2, комфорт 650. Даже, наверное, не 650, то, наверное, даже 700. 700, говорю, что будет стоить. Вы приехали. Добрый вечер. Алексеевич, Все верно, да. Едем. Чуть посильнее, пожалуйста. Чуть посильнее, да. Ага. Едем. 10 минут. Прогноз. Через 2. 10 минут. Прогноз. спасибо. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 10 минут. Съезд. Поверните налево, а затем держитесь правее. Держитесь правых полос. Впереди камера на разметку. Камера на 60. Контроль разметки. Ограничение 60.
затем съезд. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Впереди камера на 60. Камера на 60. Съезд. Поверните направо. Впереди камера на полосу. Контроль разметки. Через 600. Ограничение 60. Камера на 80. Направлена в спину. Держитесь левых полос. Контроль разметки. Ограничение 60. Камера на 80. Направлена в спину. Через 600 метров. Контроль разметки. Держитесь правее. Ограничение 80. Направлено в лоб и спину. Держитесь правее. Через 600 метров. Держитесь правых Камера полос, на а полосу. затем поверните направо. Ограничение 60. Камера на полосу. Ограничение 60. Держитесь правых полос, а затем через 300 метров поверните Камера на направо. полосу. Ограничение Впереди камера 60. на полосу. Поверните направо. Через 200 метров поверните налево. Поверните налево. А он прям показывает, да? Да, А давайте направо. Прямо сейчас. хорошо. И опять направо. Просто вокруг рынка объедем, чтобы я там
Через 100 метров поверните налево. Поверните налево. И вот тут заезд, да, по-моему, налево так? А да, сейчас налево у светофора. Хорошо. Не доезжая, да, светофор? Через 200 метров на светофоре поверните налево. Поверните налево. У вас наличными будет, да? Угу. 817. Хорошо, спасибо. Так, и там вот прям налево сразу же. Через 200 метров держитесь левой Вот здесь? полосы, а затем Ага, вот. поверните налево. Понял. Поворот, да? Не здесь, не здесь, дальше. Так, рулите мной. Еще чуть-чуть, вот переход где? И за переходом, вот где машинка поворачивает. Хорошо. Моргает. Поверните налево. Ну, показывает. Да, ну, я думаю, может, вот у вас там другая точка. Нет, просто если бы мы так заехали во двор, то чтобы не пятиться через весь двор назад, там два шлагбаума, один открывать. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. И вот там вот где переход за ним, шлагбаум такой сидит. А вот эти Почти шлагбаумы. приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Пожалуйста. Доброй ночи, до свидания. Так, ребята, сколько я говорил? В итоге 850. Итак, завершаем очередной заказик. Он был за наличные, Спасибо за 850. поездку. Ну, то есть чаюха Заказ капнула. будет оплачен И наличными. едем на следующий Для заказ. улучшения качества обслуживания Сахли. поставьте нам оценку Алиса, в приложении. Большой Каретный переулок 6. Поехали. Через Так, 100 едем на метров следующий поверните заказик. направо, а затем поверните налево. Блин. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем поверните направо. Такой проблемный маршрутик. Конечно. Кто запомнил, какой Через кэф-то 200 был я вот метров то, что поверните направо. принимал? По-моему, там не очень большой был кэф, 1.4 что ли, 1.5. Вот, ну вот этого заказа, куда мы едем. Поверните направо. И давайте на посмотрим, дублер. сколько ехать. 16 минут. Ага, 16 минут. Ну, слушайте, где-то 850 я делаю Через ставку. 400 метров держитесь правых полос, 850 а затем рубликов. держитесь правее. Как вы думаете? Контроль Впереди разметки. камера на Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Держитесь правых полос, а затем держитесь правее. Так, не Держитесь пропустить правых нам, где полос, съезжать. а затем через 200 метров держитесь правее. Вот туда съезжать. Через 100 Контроль метров разметки. держитесь правой Ограничение полосы. 60. Держитесь правой полосы. Камера на полосу.
Ограничение 60. Так, посмотрим. Через 500 точку метров конечную. держитесь правой Точнее, полосы, а затем поверните Где направо. нам пасса Камера. наша? Впереди 60. камера контроля Направлена Вроде в там во спину. дворы надо заехать будет. Ну ладно, во дворы так во дворы. Там камер нету. Поэтому все норм. Можем заехать. Да, смотрите, народ гуляет еще, он там ждет такси, курит просто. Время 0:38 для справочки. Поверните направо, во двор, а затем Так. поверните налево. Поворачиваем. Ну там, насколько помню, там шлагбаум вот в этом месте. Сейчас проверим. Да, шлагбаум. И куда же нам? Мы же не проедем сюда. Так, давайте отметим все, что мы на месте, чтобы не спрыгнул никто. И будем думать, как доехать куда. То есть дом-то вот этот, 10 корпус 3. Поверните направо. Вот. А где тут выход? Непонятно. А, вон, дамочка идет. Маршрут перестроен. Добрый вечер. Так, мы с вами едем с Сахли, да? Мгм. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. 16 Даже минут на прогноз. заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 16 минут. Поверните направо. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Впереди камера на полосу. Камера на пешеходный переход. Ограничение 40. Поверните направо. Через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Через 100 метров поверните направо. Поверните направо. Через 400 метров держитесь левой полосы.
Контроль разметки. Ограничение 60. Развернитесь. Через 600 метров держитесь левее. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Держитесь левее. Контроль разметки. Ограничение камера на полосу. 60. Камера на 60. Камера на 60. Через 600 метров держитесь левой полосы, а затем съезд. Поверните налево. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Съезд. Поверните налево. Так, интересно. Перекрыли. Камера на 60. Контроль разметки. Ограничение 80. Направлено в спину. Маршрут перестроен. Через 500 метров держитесь средних полос. Контроль всех правил. Ограничение 60. Направлено в лоб и спину. Держитесь средних полос. Камера на 60. Впереди камера на полосу. Впереди камера на полосу. Контроль разметки. Впереди камера на Ограничение разметку. 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину.
Камера на полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлено в спину. Впереди камера контроля перекрестка. Камера на 60. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 50. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Через 100 метров поверните направо. Поверните направо. Ограничение 60. Направлено в спину.
Впереди камера на разметку. Через 600 метров держитесь правой Контроль полосы, всех а правил. затем поверните Ограничение направо. 60. Направлено в спину. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Камера на 50. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. До конца маршрута осталось 200 метров. Так, где вам будет удобно? Хотите припаркуйтесь, сам припаркуйтесь. Так, давайте посмотрим камеру. Тут вроде нет. Ну, можно и тут. Да, Пожалуйста. спасибо большое. У вас приятные духи. Да, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Итак, ребята, завершаем заказ. Я думал, будет 850, да, в итоге 726. Мало. За 17 минут это мало. Мало, откровенно. Спасибо Следующий за заказ поездку. коэффициентом 1,3, причем Заказ эконом. будет оплачен картой. Причем Для эконом. улучшения Поэтому качества много обслуживания денег там поставьте нам оценку мы в приложении. не увидим на этом заказе. Вот. Но он будет так относительно ну, долгий заказ. Поверните налево. Вот. И посмотрим, куда мы едем. Алиса! Космодемьянская набережная 52С7. Да что ты найдешь-то? Дура. Алиса! Космодемьянская набережная 52С7. Поехали. Через 200 метров поверните налево. Ну, наконец-то. Так, ну и переключаем камеру на красивую, ну пока нет, Москву. Так. Поверните налево. Через 100 метров поверните налево. Вот опять, нам ехать 3 минуты, а он уже 1:55 показывает. То есть украл.
Украл минутку. Вторую Поверните налево. у нас. И пока светофор, посмотрим точку, куда нам припарковаться. Так. Ну, мы вот там дальше на платной стоянке припаркуемся. Камера на 50. Будьте внимательны. Рядом школа. Так, значит, после светофора первый дом налево. Вот он, светофор. И первый дом налево. Поверните налево. Остановка запрещена. Ограничение 40. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Доброй ночи. На Космодемьянскую, да, набережную? Москва-Красный. А? Москва-Красный Орми. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 14 минут. Поверните налево, а затем поверните налево. Камера на 50. Направлена в спину. Остановка запрещена. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Поверните налево. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. Через 300 метров поверните налево, а затем держитесь правее.
Через 200 метров держитесь правее. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Контроль всех правил. Ограничение 60. Контроль всех правил. Ограничение 60. Держитесь правых полос. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Поверните направо. Камера на 60.
разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Поверните налево. Камера на 60. Впереди камера на полосу. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в лоб и спину. Через 600 Остановка метров запрещена. держитесь правой полосы, Направлено а в затем лоб и спину. поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Yes. Okay. Поверните направо, а затем поверните направо. Your Во двор. point in something here. Sorry about that. Please. Поверните налево. That's okay. Thanks a lot. Поверните Have a направо. nice evening. Thanks. Bye bye. Так, ребята, 13 минут, 500, ну, 600 рублей дал иностранец. Привез в гостиницу, у него вообще точка была в другом месте. Вот, ну что ж, едем на следующий заказ. Спасибо за поездку. Заказ 3 будет минуты оплачен до... наличными. Ух ты, ёшки. Пожалуйста, До подачи. убедитесь, что вы не оставили в И автомобиле едем на свои проспект вещи. Мира. Для улучшения 40. качества Алиса! обслуживания поставьте нам Алиса! оценку в приложении. Проспект Мира 40. Поехали. Через 100 метров поверните направо. Поверните направо.
Туда? Туда? Камера на 50. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем развернитесь. Развернитесь. Вы приехали. Так, приехали на точку. Пока пасса нету, можем посмотреть промежуточные итоги. Но, конечно, их нехорошо смотреть сейчас. Вроде приехал на следующий заказ, но грубо говоря, значит, с начала часа прошел, с начала нулей прошел час с небольшим, потому что сюда еще ехал, да? И в итоге 1963, то есть где-то, ну, наверное, 1750 в час вот, после нулей пока что выходит. Уже, ё-моё, сделал 4 заказа после нулей, то есть это прилично. 4 заказа в час, это ого-го. Вот, но посмотрим, что будет дальше. Обычно ночью провал там в районе 2:30-4. Ну, с 3 до 4, ну, с 2:30. Так вот, по-хорошему, с 2:30 до 4 обычно провал. 4 начинаются